Коллеги, всем привет! Доброго времени суток, с вами Атлант. Поговорим про цену биткоина. Сразу повторюсь, как всегда говорю, объясняю новичкам, кто не знает, где, какую биржу себе выбрать, выбирайте биржу BinX. У них лучшее отображение графика цены биткоина, и нет ложных скизов и проскальзываний, и четкое отображение, которое позволяет наблюдать и делать дальнейшие предположения хода цены. Плюс у нас на графике подключили искусственный интеллект, который подсказывает нам, когда входить в шорт или в лонг позиции. То есть в данный момент Атлант с уровней 29 600 подсказал нам вход в шорт, и отлично это все дело отработалось. Плюс, если даже без Атланта смотреть, тут было видно, у нас выброс, подъем первый, второй, и сделали перехай. Единственное, что мне нужна была волна C немного выше, но после волну C не сделали выше, которая, кстати, тоже читалась, вот этот выход наверх тоже он читался. Кто с нами в группе давно уже, ребята понимают, что происходит. Есть психологические уровни важные, пробой которых сулит понижение цены. И вот в данный момент, вот здесь вот, у нас, когда был пробой вот этого уровня, цена просто ушла вниз пробой прям был серьезно сильный, с объемом и без остановок. Ушли в район 28-36. Моя старая цель, к которой должна была прийти цена, не хватило здесь $10, чтобы четко, ошибка получилась в $10. Ну и дальнейшее погружение. Пока пришли к нижней грани нашего большого формирования, к уровню по Фибоначчи, это у нас золотое сечение по Фибо из прошлого, то, что мы вымеряли, куда можем прийти, плюс к этому движение накопления, которое было, и цель тоже, опять же, указывали, высота этого паттерна, цель была 27 947. В данный момент мы видим, что мы пришли к этой цели, пробились, пока откатились назад, и вот сейчас здесь, вот здесь цена вернулась, видите, сделала ретест этого уровня, и вот есть маленькая вероятность того, что у нас, смотрите, как четко здесь все это, опять этот уровень, он прям выступает очень сильной поддержкой, это 27 920. Я сейчас на бирже, я сейчас не открою, у меня микрофон там открыт. В общем, на бирже BinX открою отсюда лонг позицию. Во-первых, мы сейчас находимся в нижней грани нашего накопления, большого формирования. То есть отсюда мы должны выйти наверх. Уровни выхода наверх. Давайте посмотрим по Фибоначчи. Во-первых, вот здесь у нас из прошлого замера, который я ставил, это если у нас будет этот дракон отрабатывать, но у нас здесь, видите, первая лапа и вторая пошла вот сюда вниз. Но есть еще маленькая вероятность, хотя вот здесь нету такой проторговки, такого объема, который могут показать, что это нет. Здесь у нас идет чистый спуск. В общем, пришли в зону 27, собрали ликвидность, набрали здесь быков, но их не очень много, этих медведей не очень много, но собрали опять. Сейчас вот этих ребят здесь зажмут, поднимутся повыше, вот в этот район прошлой проторговки. И нельзя им подниматься сильно высоко, чтобы не выпускать вот этих быков, которые здесь зашли.
здесь зажать медведей, здесь зажать быков. И идти дальше торговаться до нашего окна повышенной волатильности. Плюс 3 числа будет у нас ФРС, там посмотрим, что они скажут. Особенно нужно следить будет за Джеромом Пауэллом. Так, и здесь у нас, да, все четко. Вот этот уровень. 618, 29 тысяч 86. Вот сюда должна прийти следующая проторговка вот из вот этого движения вниз. Первая волна. Это так, это область и уровень 78,6% по Фибоначчи. Это второй уровень, да, вот куда у нас может еще, может, не обязано, может. Это просто предположение, не финансовый совет. Мы торгуем вероятности хода движения. То есть читаем график, смотрим, что происходит. Девочки в закрытой группе хорошо тоже постарались и подсказывают, мальчики и девочки, да, подсказывают много различных вариаций, ситуаций. И благодаря этому им легче, и самим легче понимать рынок, и торговать легче. Плюс у них еще есть график с Атлантом, который подсказывает, куда идти, да, и ребята зарабатывают. Так, здесь коррекционные движения, понятно, да, какие у меня мысли, то есть должны подняться вот в эти области. Далее очень важный уровень 28 666. И есть еще один очень страшный и важный и страшный уровень. Это 27 тысяч, Юля, спасибо. 27 666. Если цена будет здесь пробиваться вниз, обратите, это было прям вот здесь, это было прям, сверх. До этого в воскресенье или в субботу порвали Библию. Я в группу не скинул. В общем, в США было опять какой-то сатанистский вот этих сбор группы этих иллюминатов, и они устраивали там что-то, там рвали Библию или что-то такое происходило. Так, эту новость не закидывал, по-моему, в группу. Да, еще не закидывал, но позже поставлю. Так, в США военные отслеживают очередной воздушный шар, мишка на воздушном шаре, то есть если будут сбивать, то будет интересно. Опять будет шар лопнет и полетим вниз. То есть мое предположение, что это все дело будет до как раз 3, 4 или 5 числа. Вообще у нас на 5-6 число окно повышенной волатильности. То есть там нужно будет за рынком смотреть. Но и 3 числа, возможно, уже произойдет этот выход. Опять же, нужно смотреть. Если будет выход наверх 3 числа, значит это у нас будет ложный пробой. Это будет до окна повышенной волатильности, а мы знаем, когда мы выходим до окна повышенной волатильности, можно на истории посмотреть. Вот этот уровень, он очень страшный на самом деле. Не знаю, как вам, я за ним наблюдаю тоже. И вот прям идеально, да, 27 666. Не на всех биржах это отображается, но посмотрите, как четко показывает это BinX. Ребята, приходите, именно для торговли используйте биржу BinX. Это самый качественный график цены, показывают отлично. Плюс у них можно и покупать и на спот, и выводить, и заводить. То есть никаких проблем этой биржи, можно полностью пользоваться. Плюс у них нету KYC верификации. Плюс выводить в сутки можно без верификации до 35 тысяч долларов. Раньше было 40 тысяч, потом у них там стало поменьше, вот 35. И
Офис, очень тоже важно, перебрался в Сингапур, они переехали, где их не будут блокировать, да, как большинство бирж, вот, как манипулируют, да, с Binance и же с ним. Посмотрите, как у нас тоже вот тут хорошо вот этот трендовая, да, прям по ней спускаемся, старая, по старой, да, идем, но мы сейчас старую сверху как бы тестируем вот здесь. В общем, все эти моменты прям красиво так отслеживались. Посмотрим, что нам заготовили на 3 число. Меня больше всего интересует, что будет 3, а там уже дальше посмотрим. Послушаем новостной фон, посмотрим, что рупоры различные нам сулят, что подсказывают. Вот. И от этого уже будем отталкиваться дальше. Атлант у нас подсказывал шорт, пришли вниз, да, сейчас нужно смотреть, если будет, здесь делают хорошее накопление, его уже начали делать, нужно за ним наблюдать. И при развороте Атланта, когда даст сигнал, можно попробовать взять лонг-позицию. Но, скорее всего, здесь будет сейчас распиливание цены, день-два. Здесь у нас новостной фон будет опять, нужно смотреть за этим моментом. Да, это у нас на сегодня число открытых вакансий на рынке труда. Это уже нужно будет за этим наблюдать сегодня, завтра. Так, всему свое время. Falcon Heavy, да, вот Маск опять его запускал. Ну, как видно, хорошо запустили. Юля красиво, да, можно было догадаться про 27 шестерки, хвостик дьявольский. Это из прошлого, да, как раз ангельский, дьявольский хвостик. Даже, может сказать, указывал на 27 666. Даже практически указали на эту область. Практически идеально. Но это, конечно, просто всегда, как говорится, это дело случая. Но опять же, все случайности не случайны. Так уж получилось. Как говорится, что ж поделать, да так уж Бог создал. Опять мы пришли к биткоину по 28 тысяч. Распродажа. Биржа BinX, у них есть телеграм-группа BinX для русских, Россия, BinX Russian, да, BinX есть для Chinese, American, у кого кому какой язык удобнее использовать, тоже приходите, подписывайтесь. Прям на биржу заходим, и там есть перейти там на сообщество и подписаться в Твиттер, Телеграм-канал и пользоваться, чтобы аккуратней с мошенниками. Я никогда не пишу вам первым. Вы когда заходите в Телеграм-группы различные, да, вот, например, на BinX, если вы зайдете, какой-то у вас будет вопрос по бирже, как там подключить ее, например, как подключить ее к терминалу TradingView, или как там поставить что-нибудь, в общем, любые вопросы. Вы задаете эти вопросы в группе, и вам в группе обычно отвечают. И вам в группе пишет админ группы, там прямо напротив у него написано админ, чтобы вы написали ему в личку, если вот что-то у вас там какой-то щепетильный вопрос, вы ему в личку пишете, он отвечает. И бывает с камеры это похожие имена, похожие, социальные хайки такие, похожие имена, в общем, и они вам сами пишут и говорят, вот я типа админ с группы, но это скам тоже. Смотрите аккуратней. Никому никакие не передавайте ни данные, ни паспорт, никаких
В общем, будьте аккуратны, никому ничего передавать не надо. На биржах регистрироваться, проходить KYC-верификацию, это ваше сугубо личное дело. Единственная биржа, где я полностью прошел верификацию, это Binance. Да, я ей тоже пользуюсь. В основном это биржа для P2P обменов. У них самые выгодные курсы там на Binance были. Сейчас посмотрим, BinX, они открыли P2P площадку, да, у них это все уже работает. Единственное, что вот курсы, когда, если народу много наберется и начнут друг друга перебивать, да, там курс будет, конечно, поудачнее. Но я использую биржу BinX для торговли. Обязательно, как я работаю, да, у меня сначала я жду накопления по графику, потом смотрю, где Атлант указывает вход, захожу, тейк, высота паттерна, ну и второй, третий, четвертый по важным уровням по Фибоначчи. Обязательно торговля – это изолированная маржинальная торговля на стандартных фьючерсах. Когда я выставляю вот эти параметры, то есть вверху там справа на телефоне, например, или на площадке BinX на самой бирже, да, через компьютер, если заходить, через ноутбук, там тоже вверху, по-моему, слева у них меняется. Господи, я это так давно сделал, они могли и поменять сейчас. Было раньше тоже вверху справа, потом переносили в левую часть. В общем, изолированная маржинальная торговля на стандартных фьючерсах. Это позволяет, вот эти два пункта позволяют открывать каждую позицию по отдельности. То есть у меня сейчас на данный момент открыты позиции. У меня открыты до сих пор лонг позиции и открыты шорт позиции. Вот последнее то, что я зацепил, да, сверху. Вот здесь у нас была эта проторговка. И поехали вниз. Вот здесь. Где, ну, вот это дневка, да, первый день, вот второй день. Поглощение, да, ну вот здесь и получается, когда цена вниз пошла, здесь Атлант подсказал, что нужно шорт вставать, и 29, 69, видите, да, даже цифры показывают, разворот 69. И отсюда мы поехали вниз. Все будет the best, вы держитесь. Ну, время, опять же, да, мы поднимемся к этим уровням, мы поднимемся выше, но нужно время. Опять же, вот эти рожки, здесь у нас первая часть, вторая, 549%. В плюсе в этой позиции уже. Я эту позицию не закрываю, я жду коррекционное движение еще ниже. Атлант предупреждал вот здесь. Далее, вот мои позиции, да, в данный момент это шорт приказы открытые, переведены в безубыток все, и по доги, и по биткоину. Плечо я использую обычно 50-е, по высоковолатильным активам 20-е, 10-е плечо. Иногда беру 100-е, когда есть уверенность в том, что пойдем вниз. Но у меня таких позиций не всегда много. И в данный момент к этому еще открытые лонг позиции, старые до сих пор висят, я их не трогаю. То есть, если полистать, там наверху можно найти, да, где эти позиции. То есть, лонг позиции еще снизу, которые брали, открытые, не эти, еще ниже. Открытые, то есть, я сейчас в данный момент себя защитил с двух сторон. То есть, у меня есть шорт. Шорт я частично прикрыл плюсы, части оставил, вот те, которые показал, без убыток перевел и жду движения ниже. Да, возможно, цена вернется, возможно, у меня их выбьют, я буду смотреть, буду перезаходить, будем смотреть, что будет здесь твориться. Но когда цена поднимется наверх, у меня старые лонги тоже, опять же, будут в большем плюсе, чем они в данную секунду, потому что сейчас цена снизилась, это понятно. В общем, посмотрим, как себя дальше они поведут. Так. Завтра у нас
из интересного решение вот по процентной ставке ФРС и пресс-конференция ФОМС. Надо послушать, что скажут спикеры. В общем, завтра будет интересный момент. Так, и, кстати, Байден, вот эта новость в телеграм-канал скидывал, да, Байден. Дефолт по государственному долгу США исключен. Действия регулятора в отношении First Republic проверяют, что банковская система в порядке, там все вклады будут защищены. Короче, как всегда, вот эта вода, как всегда, все будет с точностью, да наоборот, да. Поэтому ничего нового. Так. На Pepe, AI, Dogi, тоже за ними можно посматривать. Если будет коррекционное движение хорошее, можно подобрать чуть-чуть этих активов опять. И, ребята, смотрите, еще момент, только в группу скинул, да, в открытую группу скинул. Смотрите, момент, Digibyte. Добавил в портфель Digibyte, откупаю на бирже BinX частями и вывожу на Exodus. Он есть на разных кошельках, на леджерах, там он много где есть. Посмотрите, торгуется на разных биржах. Очень мне нравится его график. То есть было дно, подняли, да. Здесь провал, второе дно в подарок и поехали наверх. Сейчас опять смотрите, дно. И может быть сделают второе в подарок, может быть, но не знаю, вероятно, что уже отсюда пошли как разворот. Видите, здесь вот у нас плечо первое. То есть если смотреть по технике, то здесь у нас как разворотный паттерн рисуется. Плечо левое, голова правая, выход вот к вот этому уровню, вот сюда. Если будет, не если, вернее, а когда будет пробой этого уровня, опять цена пойдет наверх и, возможно, сделают такие хорошие иксы третий раз. Где-то вот здесь, возможно. Здесь у нас 2017, 2021. Сколько получается? 4 года, да? Ну, получается 25 год. То есть можно здесь накапливать, потом цена подрастет, там уже будет ваше дело, закрывать, не закрывать. Вот до 2025 года можно потерпеть немножечко. Много сюда вкладывать тоже. Каждый ориентируется на свои. Наталья, благодарю. Вот, CZ и Binance опять показывают, что возможен рост. Не просто так телефон, да, на фоне вот этого здания. И здесь по графику тоже мы пришли к нижней части, да, к нижней грани. Важный уровень сопротивления. И не только мы это видим, что мы отсюда хотим оттолкнуться и пойти наверх, а еще и наш добродетель Binance. Подписываемся к нам в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Телеграм-канал называется BitAtlant. Торгую я на бирже BinX через терминал TradingView. Также приходите к нам на другие биржи, да, приходите в закрепленных сообщениях, вы найдете все ссылки перехода, да, на те биржи, с которыми я взаимодействую. На всякий случай, если вдруг что-то произойдет с биржей Binance, чтобы у тебя всегда был доступ к другим биржам, потому что в любой момент могут тот же SEC или какие-нибудь регуляторы это все-таки могут, да, какие-то биржи заглушить или там разные моменты могут быть, поэтому тут не предугадаешь. Поэтому лучше быть, как сказать, лучше везде, как кальмар, щупальца раскинуть и знать, что у тебя всегда есть и клевер, KuCoin,
биржа Клевер, кстати, у них и холодный кошелек, и своя биржа. Вот, можете подписаться. И Клевер я постоянно откупаю, тоже монетка интересная. Вот. Лучше, чтобы везде были, чтобы в любой момент мог зайти на любую биржу, да, и поторговать или там купить какой-то актив, какой тебе нужен. Вот, биржа Хобби, Bybit, BinX. В общем, вот. Под каждым видео я прикрепляю тоже дополнительные ссылки, где у нас последнее видео. Вот. Это переход в чат 80/20, бесплатный чат, да. Написать мне, если хотите подписаться на Атланта, ну или вообще какие-то вопросы вас интересуют. Холодный кошелек Клевер, Advance Cash, разберитесь, что это такое. Очень полезный обменник, интересный, полезный, нужный. У них из фиата, из крипты в фиат беспроцент, ну, очень маленький процент вот из крипты именно фиат переводить. Например, с биржи BinX выводим XRP, быстрее всего летает в сети. То есть XRP сюда закинул в Advance Cash, и с Advance Cash уже себе на карту можешь вывести рубли. Дальше искусственный интеллект Атлант. Это подписаться через ссылку, но здесь подписка на 30 дней дается. Если вы подписываетесь через меня, там получается немного больше, там 34 дня, 33, 34, по-разному. Торгую на бирже BinX, ссылка на BinX, на Binance, Bitrue, Exmo, KuCoin и холодный еще один кошелек Infinity, тоже разбирайтесь, хороший, удобный. Ну и важный момент, библиотека трейдера тоже. Приходите, смотрите, очень много полезной информации, как для новичков, также и для старичков. Вспомнить, что, какие бывают паттерны, да, поизучать, посмотреть, почитать. Много что нужно. Вот у нас дракона опять. Ну, сейчас дракон уже его сломали, у него лапка, вот это вот, этот момент. Здесь, если бы здесь был ход ниже, потом сделали хребет и вот этот вот заход, был бы идеальный дракон. Ну, хотя посмотрим. Вот сейчас здесь, если сделают выход вот в эту область, тогда хвост в район 618, 78,6 к голове. И плюс еще могут как хвостом щелкнуть, да, щелчок хвостом в район вот 30 тысяч, 31 доллар. И старая цель была 30 250. Тоже еще есть вариант выйти еще в эту область. Но если мы выходим до ФРС, вот сюда, тогда на ФРС точно будет, сделают сбросы вот эти. Значит, ставка выйдет, скорее всего, 5.25. Ставка выйдет 5.25. И сделают этот разброс в разные стороны. Если ставка выйдет 5%, это будет очень хорошо, это как предыдущая была, и тогда плавный, спокойный, для биткоина это будет очень хорошо, то есть потихонечку будем расти. Так. Вот такие вот у нас мысли по этому всему моменту. CZ, да, опять. Тесла даже, вернее, это уже Тесла, Маск. Понятно, что Тесла это все к Маску относится. И, он у себя сделал перепост от Сары. Simple Сара. В общем, посмотрите на окно. Но фат. Четверочка, видите? Четверка. И возможно 8. 48. Ну, возможно. То есть уровень 48 все равно вот людям пытаются вот этими различными паттернами в голову как внедрить, да, что мы туда должны прийти. Это как манипуляция такого рода людьми. В общем, посмотрим, что будет дальше. Все мы под колпаком. Но ты можешь телом находиться здесь, а разум нужно вытащить. Разум твой свободен, ты можешь быть за
за пределами этого купола. И никто тебе в этом не может как-то сделать иначе. Потому что мы все часть Бога. Подписывайтесь ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Телеграм-канал BitAtlant, торгую на бирже BinX через терминал TradingView, а также подписывайтесь на другие биржи, которые есть у меня в описаниях, и к этому видеообзору будут, для того, чтобы у вас всегда была возможность, если что-то вдруг происходит с одной биржей, чтобы вы всегда могли уйти на другие. Сейчас, кстати, скорее всего, цену зажму тут в этом коридорчике ненадолго, и здесь будет накопление. Вот здесь. Вот таким образом. Пока мы торгуем ниже 28 666 шорт приоритет, как цена поднимется выше, опять будет лонг приоритет. Всем удачи, спасибо за внимание, пока.